Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Продолжаем обзор WrestleMania 36, слишком большой для одного вечера, и сегодня обсудим день номер 2. Пока уличные наживы за кулисами по привычке хочет дым, переходим к матчу из ниоткуда на кик-оффе между Натальей и Лив Морган. Нетти доминировал в начале, проводя фирменный лоу-дроп-кик с пробегом по сопернице, дискус клоузлайн на апрон, снэп-суплекс и замкнув Лив в болевой. Морган удается ответить коленями в лицо и дроп-киком в канаты. Но уже Наталья проводит Wheelbarrow Facebuster. Серия сворачиваний заканчивается победой Лив, схватившей соперницу за ноги, спустя почти 6,5 минут. На протяжении этого времени победительница очень реалистично отыгрывала боль. 2 звезды. Зиглер и Соня за кулисами обсуждают, что им делать с тем, что Мэнди перестала отвечать на звонки, а Скайл и Брэкстон беседовать отказываются. На основном шоу нас приветствуют Стефани Макмен и Роб Гранковски. Начинаем с матча за женское чемпионство NXT. Очень быстро чемпионка выходит на Риптайд. И все? Нет, удержание до 2. Чемпионка продолжает доминировать, проводя кэннонболл со ступенек, дроп-кик и суплекс. Но бигбутом промахивается и следует Dragon Screw через 3-й канат. Пережив немыслимое издевательство над левой ногой, австралийке удается отбиться с помощью фейсбастеров сначала с плеч, а затем с позиции электрический стул. Находит в себе силы провести миссл дроп-кик, но удержание снова до 2. Рипли фиксирует техасский клевер. Флэр вырывается и отвечает Бостон Крабом. Мунсолт чемпионка встречает вытянутыми ногами, но королева проводит гарпун, а затем переводит 4-ку в 8-ку, вырваться из которой после пережитых мучений Рия уже не может. И у нас новая женская чемпионка NXT спустя 20,5 минут для девушек восхитительного матча, в котором было гораздо больше страсти, чем за все время их угасавшего фьюда. А Рипли проявила себя безумно опытной исполнительницей для 23 лет. 3 звезды и 3 четверти. Далее матч Алистера Блэка против Бобби Лэшли. Блэк промахивается мунсолтом за ринг и отхватывает белли-ту-белли суплекс. Лэшли продолжает доминировать на ринге после некбрейкера, снэп-скуп пауэрслэма и даже выходит на вертикальный суплекс. Но Алистер вырывается из удержания и после успешных атак все-таки попадает в цель мунсолтом за ринг со 2-го каната. Однако Лэшли быстро отвечает кроссбади, но подняв оппонента на плечо, прислушивается к ненужному совету Ланы загарпунить Блэка и вылетает прямо в черную мессу спустя 7 с небольшим минут. Исполнено все было симпатично, но этого оказалось слишком мало, и ввиду отсутствия сюжета такой финал выглядел глупо. Это 2 звезды. За кулисами Бейли говорит, что они с Сашей лучшие подруги, и ничто не встанет между ними. На вопрос о том, насколько Бэнкс хочет выиграть этот титул, Саша говорит, что нам предстоит это увидеть. А вот Гронк однозначно отвечает, что не против заполучить титул 24/7 сегодня. На разборке в любовных интригах Отис выходит один, а Дольфа сопровождает Соня. Зиглер изловчился поймать Отиса на суперкик и продолжил атаковать дроп-киком, некбрейкером и элбоу-дропом, но угодил в катапульту в тернбакл, и Отис стал работать над спиной Дольфа, запуская его по углам ринга, а затем и провел фолловей слэм, выбросив Зиглера за пределы ринга. Когда Отис после World's Strongest Slam начал гусеничный элбоу-дроп, на апрон залезла Соня, и отвлекшегося супертяжеловеса Дольф со спины ударил в пах. Звучит музыка Мэнди, которая нападает на Соню, а потом и бьет в пах Дольфу. Удачная гусеница от Отиса приносит ему победу спустя 8 с небольшим минут, и приз в виде Мэнди, которая его целует. Раскрылись рестлеры, конечно, не в полной мере,
Но с точки зрения сюжета все смотрелось позитивно. Вновь стандартный поединок на 2 звезды. А теперь все еще серьезнее, потому что на очереди матч до последнего стоящего на ногах. И сразу RKO со спины. На повторе видно, что Ортон в это время стоял в балахоне с камерой под видом оператора. Эдж настаивает на начале поединка и тут же попадает во второй RKO. За блестящим началом последовал медленный, не слишком изобретательный броулинг по всему подготовительному центру, глядя на который задаешься вопросом, почему рестлеры не предпринимают реальных попыток заставить соперника не встать на счет 10. Из яркого можно отметить элбоу-дропы Эджа на столы, сетки у потолка и складского шкафа, а также Хэнгман DDT от Ортона на джипе. Ближе к развязке рестлеры забрались на кузов грузовика, где Эдж провел гарпун, а Ортон – третий RKO. Рэнди бросает наверх 2 стула, обещая Адаму отправить его назад к дочерям. Но в последний момент Эдж фиксирует удушающий и сам бьет Ортона стулом по голове, лежащий на другом стуле. Разумеется, это победа в эмоциональной концовке странно построенного поединка, из 36,5 минут которого можно безболезненно вырезать около половины. 2 звезды и 3/4. Моджо Роули убегал от толпы, и они оказались под балконом, с которого на всех прыгнул Роб Гранковски, удержал Моджо и стал новым чемпионом 24/7, после чего сам бросился на утек. Матч за командное чемпионство Ро. Команды владеют попеременным успехом, поначалу в основном демонстрируя дроп-кик-пати. Горячий тег Форду, который проводит стендинг Мунсолт и ДДТ, а затем летит за ринг Сомерсолт Планчи. Гарза прыгает на соперников мунсолтом с 3-го каната за ринг, после чего приземляется на Форда на ринге еще одним мунсолтом со 2-го каната, но удержание только до 2. В концовке Тиори проводит Доукинсу бездоказательный катер, а во время удержания ему на спину фрог-сплэшем приземляется Форд, принося уличной наживе не самую уверенную титульную защиту, спустя всего 6,5 минут. От этих команд ожидалось что-то большее, а мы получили слишком короткий, немного однообразный по структуре матч на 2 звезды с четвертью. Латинское трио атакует чемпионов, на помощь которым выбегает Бьянка Белэр и проводит Зелине поцелуй смерти. Пятистороннику за женское командное чемпионство SmackDown добавили правила на выбывание. Звучит заманчиво. Тамина по возможности разносит всех. В итоге остальные участницы берут верх совместными усилиями. Бейли прыгает на нее элбоу-дропом, Бэнкс фрог-сплэшем со 2-го каната, Эванс мунсолтом со 2-го каната, Наоми сплит-леггед мунсолтом. И Самоанку удерживают вчетвером. Наоми с присущей акробатикой отбивалась от Хильдж, пока Эванс слишком долго пребывала за рингом, но была вынуждена сдаться после комбинации бэкстебера и бэнкстейтмент. Лейси уклоняется от удара коленом Бейли и достается Саше. Временный разлад подруг пошел им не на пользу, и Бэнкс выбывает после права женщины от Эванс. После 2 бронко-бастеров в угол Эванс проводит дабл-джамп мунсолт, но Бейли каким-то чудом вырывается на счет 2. За это время Саша пришла в себя и, воспользовавшись тем, что дисквалификации нет, провела Эванс бэкстебер, а действующая чемпионка добила блондинку Роуз Плент и сохранила титул спустя 19 с небольшим минут динамичного матча до выбывания Наоми и сильно просевшего после, а грязная концовка в неподходящий для этого момент, пусть и обусловленной интригой в дальнейших отношениях Саши и Бейли, не позволяет поставить ему больше 2 звезд с 3/4. А вот и долгожданный дом Светлячка. После выхода Сины на рампу мы перемещаемся непосредственно в дом, где Уайт рассказывает о мире, в котором соседствуют боги, монстры, ангелы и демоны, и обещает Сине встречу с самым опасным соперником – с самим собой.
Сина перемещается в дом и идет искать Брэя, но находит мистера Макбосмана, требующего от него беспощадную агрессию под угрозой увольнения. На ринге Уайт бросает вызов по аналогии с Куртом Энглом. На него откликается Джон, одетый как в начале карьеры, выкрикивая на все реплики Брэя «Беспощадная агрессия!». Переносимся на стык 80-х-90-х на шоу Saturday's Night Main Event, где Уайт в соответствующей одежде с соответствующей манерой представляет своего напарника, Сину, тягающего гантели до тех пор, пока его руки не онемеют, после чего Уайт спрашивает: «Что ты будешь делать, брат, когда поймешь, что эго-мания управляет тобой?» На ринге Сина в образе доктора Туганомикса в рифму говорит о том, как Брэй выпрашивал шансы с тех пор, как появился. Уайт называет его ужасным человеком, который превращает в шутки слабости других. Сина бросается на Уайта, но тот оказывается за его спиной и бьет кулаком с намотанной цепью. Возвращение к 30-й Рестлмании. Сина должен был стать народным героем, но зрители пели песню Уайта. На ринге, как и 6 лет назад, Брэй дает Джону стул и призывает исправить ту ошибку. В этот раз Сина бьет, но попадает в пустоту. Мы на Monday Nitro, и Уайт, одетый как и Эрик Бишоф, в свойственной ему манере, представляет самого крутого парня, Джона Сину, который выходит в мерчендайзе NWO под их музыку. Явная отсылка к тому, что зрители когда-то хотели видеть Джона хилом, но он так и не оправдал возложенных надежд. Сина бросается на Уайта и бьет до тех пор, пока не видит перед собой куклу-поросенка. Джон в своем нынешнем мерчендайзе, а изверг у него за спиной. Он фиксирует Мэндибл Кло, проводит сестру Эбигейл, вновь фиксирует Мэндибл Кло, а Уайт в свитере отсчитывает 3 удара. Это был выдающийся, почти 16-минутный, великолепно смонтированный сегмент, все тонкости которого пересказывать очень долго. В нем важен каждый кадр и каждая фраза. Много потрясающего юмора со всевозможными отсылками, полное погружение в карьеры обоих рестлеров с логичным результатом. Обвиненный в лени Уайт выдал всю подноготную о пути Сины и о том, что часто писали о нем фанаты, показав, что не так он и силен, как о себе думает. Настоящее украшение прошедшей Рестлмании. Закрывает шоу матч за мировой титул. Очень быстро Дрю проводит Клеймо Кик, но Леснер вырывается на счет 2 и, несмотря на сопротивление Макинтайра, проводит 3 немецких суплекса, а затем 3 F5 подряд. И все 3 раза Дрю вырывается из удержания. Когда Зверь решил продолжать хоть всю ночь, шотландец оттолкнулся от канатов, провел 3 Клеймо Кика подряд, и у нас новый мировой чемпион спустя 4,5 минуты. Я до последнего надеялся, что хотя бы на Рестлмании в этом фьюде хорошо себя проявит кто-то, кого не зовут Пол Хейман. Но меня надули. Леснер проигрывает мировой титул за 4,5 минуты человеку, у которого не было подобающего статуса до Роyal Rumble, ни на грамм не прибавилось после Royal Rumble и ни на грамм не прибавилось после Рестлмании. Эта чушь достойна не больше 1 звезды с четвертью. В завершении хочу сказать, что в сложившейся ситуации мы посмотрели не самое плохое шоу, а в том, что кажется ужасным на первый взгляд, могут найтись положительные стороны. Если бы Изверг не проиграл чемпионство в Саудовской Аравии, то мы вряд ли увидели бы его сногсшибательный сегмент с Синой, в котором титулу было не место. Скорее, последний провел бы ненужный матч против Элайаса, а Изверг все равно проиграл бы максимально отвратительным способом либо Голдбергу, либо Строуману, так как Рейнс все равно не попал в финальный карт. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао!